Всем привет! В этом уроке предлагаю заняться пагинацией. У нас же может быть бесконечное количество идей, и если мы будем сразу всех выгружать с сервера, это, во-первых, будет долго грузиться, а во-вторых, так не делается. Нам нужно, чтобы они выгружались как-то порционно. И у нас есть на самом деле 3 метода, как решить эту проблему. Есть классическая пагинация, когда у вас внизу странички появляются цифры 1, 2, 3, примерно как в поиске Гугла, и вы можете по ним навигироваться. Но так делают крайне редко. Обычно делают так, что у нас по мере скролла загружаются новые сущности, как в ленте Фейсбука или Инстаграма или чего-нибудь еще. И я предлагаю реализовывать именно этот способ. Но реализуем мы его в 2 подхода. Сначала мы сделаем так, что у нас под списком идей будет кнопочка «Показать еще». Мы будем на нее нажимать, и новые идеи будут подгружаться. А в следующем уроке мы сделаем так, что этой кнопки не будет, и просто по мере скролла идеи будут подгружаться. На такие 2 этапа мы разделим эту задачу. Давайте приступим к реализации. Что ж, мы будем работать с роутом getIdeas. Сейчас у нас getIdeas не имеет никаких входных параметров и просто возвращает абсолютно все идеи. Это надо исправить. Давайте добавим input для этого endpoint. Input.ts. Что он будет принимать? Он будет принимать лимит, который является числом минимум 1, максимум 100. И по умолчанию 10. То есть его можно не передавать, и тогда будет возвращаться 10 идей. Хорошо. И мы будем передавать курсор. Курсор — это некоторый идентификатор последней загруженной записи. И при передаче курсора мы будем загружать все записи после указанного курсора. Так это обычно работает. Сейчас будем реализовывать, и станет понятнее. Хорошо. Возвращаемся в наш endpoint. Так, нам нужно дописать этот input. Input. The getIdea-input. Отлично. Input передали. И также нам нужно его здесь получить. Input. Как изменится наш query? Что ж, select у нас такой, как был. Сортируем мы по created_add, но добавляем поле курсор. Если у нас в инпуте есть курсор, то скажем, что created_add — это курсор. Если курсора нет, то курсор будет undefined. А также есть такое свойство, как take. Это количество записей, которые нам нужно взять. Я сейчас заведомо пишу не совсем все правильно, чтобы иметь возможность вам объяснить. То есть логично было бы взять столько, сколько мы указали в лимите. Указали 10, взяли 10 следующих записей после курсора, если он был указан. Если он был не указан, взяли первые 10 записей. Хорошо. Давайте посмотрим, на что он ругается. Он говорит, что мы не можем сделать курсор по created_add. Потому что в нашей базе он не объявлен как уникальным, а уникальными у нас объявлены только айдишник и ник. Айдишник уникальный, потому что он айдишник, а ник уникальный, потому что мы принудительно задали его уникальным. Такая у нас проблема. Нам нужно, соответственно, курсор делать почему-то другому. Чисто технически мы бы могли сделать курсор по айдишнику. Но наш айдишник сейчас является строкой, которая на самом деле один айдишник, не факт, что эта строка является условно больше предыдущей строки, если их сравнивать. И в этом проблема, потому что под капотом курсор работает так, что мы запрашиваем все идеи, сортируем их указанным образом и берем только те, у которых курсор больше, чем указанный. Это будет невалидно. То есть нам нужна какая-то другая штука. Есть такой вариант. Мы можем сказать, что у нас created_add якобы уникальный, и добавить просто вот так вот. И это будет работать, если мы прогоним сейчас наши миграции, здесь ошибка пропадет. Но это тоже невалидно, потому что, когда мы запустим наш сервис, придут миллиарды пользователей, начнут недуром создавать свои идеи, и может такое быть, что 2 идеи будут созданы в один и тот же момент времени, и created_add вовсе не будет уникальным. Поэтому так тоже не пойдет. В связи с этим я предлагаю добавить еще одно поле, которое я обычно называю serial number.
И да, это будет уже integer, unique и default автоинкремент. Это значит, что автоматически при создании каждой новой записи этот serial number будет увеличен на 1. Почему я не сразу задал айдишник в таком формате? Ну, я люблю айдишники UID, мне так нравится. Я считаю, что это serial number. Вот, мне так удобно. Вот вы можете со мной не согласиться, но уникальный айдишник может вам позволить... Вот это, по крайней мере, айдишник уникален между всеми записями. То есть у меня не может быть айдишник там какая-то абракадабра и точно такая же абракадабра у юзера. То есть это супер уникальный айдишник, который может позволить вам в редких случаях сделать кое-что удивительное. Но этот учебник вообще не об этом. Вот, а serial number, то есть у вас и ID может быть номер 1 и юзер номер 1. Ну, и чтобы вы понимали, откуда ноги растут, я пришел из мира GraphQL изначально. Вот, и там имеет значение, чтобы айдишник был уникальный между всеми сущностями. Вот, ну, не суть. В общем, сделали, как сделали, и давайте добавим вот этот наш serial number. Давайте прогоним миграции. PNPM, B, PMD. Ага. Так, unique constraint. Так, хорошо. Он говорит, что эта миграция может запороться, если там будут какие-то неуникальные значения. Давайте добавим ее. Так, add serial number to idea. Угу. Хорошо. Миграция прогналась. Можем посмотреть в нашей базе данных, что у нас с идеями. Вот у них появился serial number, и мы видим, что он сам задался от 1 до 18. Ну и хорошо. Так, давайте вернемся к нашему коду. И теперь сделаем следующее. Курсор у нас будет по полю. Так, обновим сервер TypeScript. Так, Что он не видит, что ли? Serial number. Так, not assignable. Так, что-то TypeScript сервер не подгружается. Еще раз. Restart test сервер. Мы же правильно назвали? Serial number. Да. Serial number. Так. Он уникальный. Он уникальный. Мы ищем по идее. На что он говорит? String is not compatible with cursor. Хорошо. Соответственно, нам нужно, чтобы у нас курсор был не строкой, а был числом. Ага. Хорошо. Но поскольку это getEndpoint, не исключено, что он нам здесь передаст и строку, поэтому я предлагаю использовать следующую конструкцию зода. Coerce.number. Это значит, что сюда можно передавать и строку, и число, но они в итоге будут приведены к числу. Ага, хорошо, пусть будет так. Возвращаемся сюда, и все, ошибки уже нет. Хорошо. Вот. Так, но учитывая, что у нас идет курсор по serial number, я предлагаю нам и order by тоже изменить на следующий. Сейчас у нас сортировка идет только по полю created at, а мы сделаем, чтобы она была изначально по created at, а после этого дополнительно она сортировалась по serial number. Вот. Причем это не важно даже, какой последовательности она будет делать. Главное, что мы сортируем по created at. Сейчас у нас есть такое совпадение, что у нас реально created at будет больше у тех записей, у которых больше serial number. Но в будущем, мало ли, вы захотите, например, сортировать не по created at, а там по published at. И может быть такое, что какие-то идеи были созданы раньше других, но опубликованы позже. И тогда это будет иметь значение. Поэтому сейчас сделаем так, заодно увидим, как сортировать сразу по двум полям. Хорошо. Так, это сделали. У нас теперь в IDS, также точно массив. Теперь какая ситуация? Нам нужно возвращать также список всех идей и следующий курсор, для того, чтобы мы на фронте могли его прокинуть обратно сюда и искать уже по нему. То есть здесь у нас будет некий next курсор. Как определить next курсор? Next курсор — это должен быть айдишник, следующий из загруженных записей. В связи с этим его можно объявить так. Давайте добавлю код, его в комплексе весь объясню, потому что последовательно будет не очень удобно. Я сделаю следующее.
То есть, смотрите, например, я сказал, что мне нужно 10 идей, а на самом деле я запрошу 11. У меня здесь будет 11 идей. Я скажу что следующая идея — это идея под индексом 10, то есть по факту 11. Правильно? То, что счет же идет с нуля. Вот. То есть next idea — это 11. Next курсор. Может такое быть, что у нас здесь мы запросили 11 следующих, а следующих было только 8. Соответственно, next idea в 11 поле, ее не будет существовать. Соответственно, next курсор будет undefined. Вот. Если она существует, значит, и загружать странички мы можем дальше, и показывать кнопку мы можем дальше, и next курсор есть. Потом, все идеи, не считая следующие. Это значит взять все идеи и срезать их от 0 до 10. То есть, соответственно, вот эти 10 наших идей. Их мы и будем возвращать в ideas. Хорошо. Все. Сейчас будем привязывать это к фронту, и станет еще понятнее. Хорошо, на бэкэнде мы это задали. Давайте вернемся к фронту. Что у нас будет на фронте? Так, на фронте нам нужно скорректировать вызов. Ну, во-первых, у нас здесь теперь требуется передавать некоторый лимит. Мы можем его не передавать, тогда он будет по значению 10, но нам будет неудобно сейчас смотреть, как это работает. Давайте временно установим просто лимит в двоечку. Хорошо. Лимит в двоечку передали. Смотрим дальше. У TRPC есть специальный метод, который позволяет нам делать в удобном формате вот эти вот бесконечно подгружаемые query. Он называется не useQuery, а useInfinityQuery. Когда мы делаем useInfinityQuery, нам следует также передать дополнительные опции. Это функция, которая определяет следующий курсор и сама же его подставляет обратно в input параметры. Get next page param, last page. Last page — это у нас то, что возвращает наш endpoint. Вот. И мы говорим что это действительно last page, next курсор, который мы вернули отсюда. Вот этот next курсор. Он у нас, насколько мы знаем, может быть... мы взяли ID, а нам нужен не ID, извините меня, serial number нам здесь нужен. Правильно? Мы же по serial number определяем. И хорошо. И нужно его здесь, соответственно, запросить. Serial number true. Угу. Хорошо. Мы определяем его по serial number. Так, то есть, соответственно, он у нас либо число, либо undefined. Вот, и здесь мы его таким образом получили. Благодаря этой функции сюда будет прокинут next курсор при попытке загрузить страничку, а также будет информация о том, есть ли этот next курсор. Чтобы получить информацию об этом, мы можем обратиться к дополнительным полям, которые возвращает useInfinityQuery. Это hasNextPage, которая является boolean или undefined. Это функция fetchNextPage, которую мы будем вызывать, когда мы будем нажимать на кнопку «Загрузить еще». И есть еще такие свойства, как isFetchingNextPage, то есть загружается ли у нас какая-то следующая страничка. И также у нас есть isRefetching, перезагружаются ли данные. Хорошо. Так, двигаемся дальше. Давайте посмотрим, что у нас лежит в Data. Infinity Data. Хорошо, давайте поиграемся немножко с вот этими полями. Чтобы вы понимали, теперь у нас в Data, вот эта вот Infinity Data, она возвращает следующее. Давайте сделаем console log, чтобы немножко изучить, что там вернулось. Console log Data. Хорошо, и здесь я пока что выведу null, чтобы нам тут никакие ошибки не мешали. Угу. Console log. Так, давайте зайдем на страничку со всеми идеями и посмотрим на Data. Смотрите, в Data у нас лежат pages, а в pages уже массив с тем, что возвращает наш endpoint. Вот такая у него структура. Если мы сейчас сделаем fetch more, то у нас здесь появится еще один элемент массива точно такой же структурой. То есть нам при выводе на фронте нужно еще их как бы все между собой перемержить. Сейчас мы этим и займемся. Так, хорошо. Теперь восстановим прежнее значение. Ага.
Так, и теперь вот это нам тоже не очень удобно. Нам надо будет сделать не так. Смотрите, у нас будет идти заголовок All Ideas. А потом мы сделаем проверку на всякие загрузки. Из loading или из refetching. И если что-нибудь из этого правда, тогда мы вернем div loading. Хорошо. А потом, если вдруг у нас вернется ошибка, вернется ошибка. Сейчас я допишу, чтобы он тут нам ничего не скрывал. Почему? Потому что мы return здесь оставили, я понял. Угу. Так, если будет ошибка, то мы вернем alert красный с сообщением error.message. Угу, хорошо. А если нам вернется не ошибка, то тогда уже, да, мы вернем наш список идей. Хорошо. Но тоже не так просто. Нам все идеи надо схлопнуть. Поэтому в data у нас больше нет идей, у нас есть там pages. А pages, если с него навести, ну так не очевидно, но в общем pages — это массив. Да, если мы подглянем сюда, вот мы видим, что pages — это массив из того, что возвращает нам наш endpoint. А дальше есть в JavaScript такая штука, как flat map. Она пройдется по всем массивам внутри массивов и сделает их плоскими. Так, flat map. Здесь, поскольку у нас проходка по пейджам, у нас здесь будет page, и мы вернем page.ideas. Так, page.ideas. Хорошо. То есть теперь вот в этой конструкции у нас действительно просто смерженный список всех идей. Ага, хорошо. И дальше уже можно по списку всех идей сделать map. Так, я какую-то ошибочку здесь допустил. Так, map. Вот тут лишняя скобка. Хорошо. Так, и в воде уже реально нормальная идея лежит. Хорошо. Так, ладно. Потом у нас идет div со всеми идеями. Угу. И нам еще нужно добавить кнопку, которая будет выгружать наши данные. Так, давайте ее добавим. Кнопка у нас будет следующим. Div class name css more. Угу. А здесь эту кнопку нам нужно показывать только если у нас есть... Ладно, давайте я лучше скопирую код, чем его постепенно набирать, и весь целиком его объясню. Да, я думаю, так будет попроще. Хорошо. Вот у нас div с CSS more. И если у нас есть новая страничка, и она сейчас еще не загружается, то тогда у нас кнопка load more. Ну, в данном случае это ссылка. Причем я, наверное, даже думаю, что лучше ее сделать не ссылкой, а все-таки кнопкой. Вот. Если у вас что-то жмется, и у него нету на самом деле хрефа или ту, то используйте лучше button. И тогда даже вот такие вот вещи вы сможете, в принципе, обойти. Ладно, пусть будет вот такой button. Причем нативный, потому что мы его потом удалим, нам сейчас не нужно ему красоту задавать. В следующем же уроке мы будем просто по скроллу это вызывать. Хорошо, то есть если есть новая страничка, и она сейчас не загружается, то будет кнопка, при нажатии на которой мы вызовем fetch next page. А когда мы вызовем fetch next page, у нас из fetching next page станет true. И, соответственно, кнопка показываться не будет. Вот. Но если у нас из fetching next page, тогда мы будем показывать здесь loading. Вот такая вот у нас система. Хорошо. Так, это мы добавили. Ну и небольшая штучка для стиля. Этой кнопке нужно поставить отступ перед ней. И давайте мы его и добавим. То у нас есть ideas. У нас получилось то, что мы прямо внутрь div ideas это добавили, да? Хорошо. Раз мы добавили внутрь div ideas, то добавим его прямо сюда. Ладно.
Так, сохранили. Не сломали ли мы бэкэнд или фронтенд? Не сломали. Пойдем посмотрим. Так, вот у нас есть кнопка Load More. В дате мы видим Pages. И здесь у нас две идеи. Хорошо. Next cursor 16. Давайте нажмем Load More. Ага, 13 и 12. Давайте посмотрим, что у нас лежит в дата. Мы уже видим, что в дата два элемента, и каждый из них — это то, что нам возвращал наш endpoint. Вот этот и вот этот. Но благодаря flat map мы все идеи из всех страниц слили в один единый массив, и дальше сделали по нему проходку, где уже каждая идея была отдельно. Хорошо. Так, давайте позагружаем еще. Давайте замедлим интернет и посмотрим, как отрабатывает наш лодинг. Так, load more, лодинг. Когда загрузилась, отобразилась кнопка. Хорошо. Вернем интернет в нормальное состояние. Нажмем load more. Load more. И давайте посмотрим, что произойдет, когда мы достигнем конца. Так, загружаем. И все, когда не осталось новых идей, они у нас больше и не выводятся. Как вы могли видеть, у нас там курсор, вот здесь вот в дата, да, если поглядеть, он у нас там почему-то 10, он не соответствует этим названиям, но это нормально, потому что вот это serial number, да, который мы сейчас здесь нигде не выводим, он просто лежит в нашей табличке, автоматически был задан. То есть это какая-то наша внутриковая часть. Хорошо. Угу. Так, вот весь список наших идей. Кнопка подгрузки работает. Отлично. Все, всех благодарю. В следующем уроке сделаем так, чтобы это работало автоматически при скролле. Спасибо, до скорого.